Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о вещах и о предметах, которые ни в коем случае нельзя держать на столе. Эти предметы ни в коем случае не кладите на стол. Поговорим почему и как это может повлиять на вас и на вашу жизнь. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет много полезной, важной и интересной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Стол – это важный атрибут в нашем доме. За ним часто собираются все члены семьи. И не только для того, чтобы позавтракать, пообедать, поужинать, но и для приятного времяпровождения. Потому что стол, он символизирует домашний уют. Поэтому еще с древних времен всех членов семьи учили уважительно относиться к столу. Его нужно было содержать всегда в чистоте. На нем не должно было быть беспорядка, потому что тогда он притягивает в наш дом счастье, уют, еду, благополучие, изобилие, достаток. В старину стол считался самым важным предметом в доме. Проявлять к нему пренебрежительное отношение считалось просто неприличным. На нем всегда стоял вкусный хлеб, и это был символ достатка. Многие сейчас даже и не задумываются над тем, как важно держать стол в порядке и соблюдать простые правила, чтобы потом не переживать, почему в доме появились какие-то не очень приятные события, перестали водиться деньги, а также начались конфликты в семье. К сожалению, многие машинально кладут на стол ключи, сумку, пакеты с магазина или супермаркета, разные вещи из одежды. Но есть вещи, которые категорически нельзя держать на столе, для того, чтобы не навлечь неприятности и бедность в свою жизнь. Итак, на столе не должна находиться пустая посуда, пустые чашки и тарелки, пиалы или что-либо другое. Пустая посуда на столе, она притягивает бедность и финансовые проблемы в семью. Пустая посуда всегда должна быть чем-то заполнена у вас. Нельзя оставлять грязный и неубранный стол. Даже если и у вас был тяжелый день, и вы устали очень сильно, либо в доме было, например, много гостей, и вам тяжело все убрать за один вечер. Делайте не спеша и сколько потребуется времени, но стол оставаться должен чистым. Знаете, вот поставьте себе как за такое вот важное, главное правило своего дома или квартиры и учите этому своих детей. Если вы решили оставить фруктовницу или конфетницу на столе, для украшения дома она всегда должна быть полная. Ваза на столе всегда должна быть с цветами. Все это символы достатка, и таким образом в ваш дом будут только притягиваться деньги и благополучие. А чтобы усилить этот эффект, положите под скатерть купюру любого номинала, и под купюру обязательно лавровый лист. Также ключам не место на столе, потому что они могут закрыть дверь денежным потоком, привлечь в дом бедность и нищету. Ключи на столе также предвещают ссору в доме, либо дальнюю дорогу в самом скором будущем, которая, к сожалению, будет полна всевозможных неприятностей и проблем. Их вообще не нужно класть где попало. Помните, у них должно быть свое место в доме, и лучше, если у них будет такой вот персональный дом, ключница. Сегодня можно купить везде и всюду эти ключницы, они есть разные, красивые, но тем самым у вас всегда будет все хорошо в доме.
Еще вещами, которые не стоит класть на стол, является сумка, является рюкзак, барсетка. Когда вы ходите по улице и с этими вещами на них смотрят люди, они прикасаются к ним в транспорте. При этом, возможно, даже неосознанно и не специально, но люди бывают разные. Таким образом, эти вещи напитываются негативом, а вы приносите весь этот негатив и плохую энергию и ставите это на такой важный предмет в доме, как стол. Такое действие может разрушить ваше семейное благополучие. Оставлять деньги и кошелек также не стоит на столе, потому что это будет привлекать к вам в дом финансовые проблемы и разлады в вашу семью. А в будущем вас будут ждать большие траты, и вам придется потерять все ваши накопления. Ножи и другие предметы, которые режутся или имеют зубья, также не стоит оставлять на столе. Особенно нож на столе нельзя оставлять лезвием вверх. Считается, что нож предназначен для того, чтобы разрезать продукты, а находясь на столе, он будет разрезать энергетику вашего дома, что в последующем приведет к серьезным ссорам в семье и разногласиям, скандалам между близкими людьми. Вилки и колющиеся предметы приведут к кошмарам, поэтому лучше убирать такие предметы в специально отведенные места, для того, чтобы не навредить себе и энергетике дома. Головным убором также не место на столе, потому что это приведет к безденежью. Их нельзя кидать на стол, так как этим вы выказываете неуважение к столу и можете навлечь неприятности на всю семью, большие ссоры и скандалы. В древние времена за такой поступок даже выгоняли из дома, чтобы на неприятности не напали на всю семью. А вот оставленная на столе расческа принесет вам позор и стыд. И такая ситуация произойдет с вами в самый неожиданный момент. Вы можете попасть в неприятную ситуацию, связанную со сплетнями. Ваза на столе с цветами – это очень хороший символ. Он притягивает деньги, стабильность, счастье и благополучие в дом. Когда вам подарили букет и вы увидели, что он начинает подсыхать, сразу уберите его со стола, а лучше сразу и из своего дома. Сухие цветы притягивают в дом плохую и неблагоприятную энергию. Также не стоит засушивать цветы и держать их потом в вазе в виде гербария. Да, есть такие сухоцветы, которые поглощают человеческую энергию. Можно только держать те сухоцветы, которые вы принесете из церкви или из храма, или купите в большой великий церковный праздник. Такие цветы, наоборот, будут приносить вам гармонию, изобилие и подпитывать ваш дом положительной энергией и счастьем, потому что это совсем другие сухоцветы. Это не розочки нам или ромашки, которые мы с вами купили на рынке, а это уже святые. Далее обеденный стол, друзья, хотим еще раз проговорить очень важную для вас информацию, для каждого, чтобы вы понимали, что стол, обеденный стол, это главный предмет в вашем доме, и к нему нужно относиться как очень бережно, аккуратно и внимательно. Потому что за вашим столом всегда собирается вся семья. За столом вы встречаете гостей. Все это образует поток положительной энергетики. А если ваш стол накрыт красивой скатертью, на нем стоит тарелочка со сладостями или конфетница, то тогда в вашем доме также будет взаимопонимание, финансовая стабильность и счастье. Друзья, теперь вы понимаете, что обеденный стол это считается таким вот сакральным местом в нашем доме. Поэтому стоит очень уважительно к нему относиться. И когда в следующий раз кто-то из ваших членов семьи бросит или будет класть что-либо на стол, сделайте замечание, но без обиды, но чтобы люди знали, что так нельзя ни в коем случае поступать, делать. Зачем привлекать в свою жизнь, в свой дом определенные неприятности и проблемы? Помните, все зависит только от вас. Незнание
не освобождает вас от ответственности. Помните об этом. Да, сейчас в современном мире все думают, это все пройдет, это все не нужно и так далее. Но вы должны понимать, что все состоит не только из вот материи, но из той энергии, которую мы с вами созидаем. И вот эта энергия есть в каждом нашем вещичке, предмете, то, что мы купили, то, что мы создали своими руками. Поэтому подумайте 10 раз перед тем, как сделать вред тому или иному предмету в своем доме. Мы надеемся, друзья, эта информация была для вас полезна и важна. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы услышимся с вами в следующем видео.